Обыск у соратника президента, масштабная операция, которой еще не было, громкое событие, которое потрясло страну, предъявлено обвинение. ЧП в резиденции президента Украины во время интервью. Неожиданное произошло в тот момент, когда Зеленский озвучивал неудобную правду. Гражданам стран Центральной Азии понадобятся визы для въезда в страну, в которую раньше ездили без ограничений. Новые требования для въезда в США коснутся всех жителей мира. Будут ли взвешивать въезжающих в страну? Об этих и других главных событиях вечера понедельника, 10 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Новый коррупционный скандал в Украине. Национальное антикоррупционное бюро совместно со специализированной антикоррупционной прокуратурой провело масштабную операцию по разоблачению преступных схем в энергетическом секторе. Детективы пришли с обысками к министру юстиции Герману Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго, а также в офисы Энергоатома. В НАБУ заявили, что документируют деятельность высокоуровневой преступной организации, члены которой выстроили коррупционную схему влияния на стратегические госпредприятия. Утверждается, что следователи работали над делом 15 месяцев, собрав более 1000 часов аудиозаписей, и уже провели 70 обысков. Как сообщают украинские СМИ, следователи в Киеве пришли и к соратнику Владимира Зеленского. Детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Сам Миндич уехал из страны за несколько часов до обысков. Пишите, что об этом думаете. Серия взрывов раздалась ночью в Туапсе. После этого над портом поднялся столб дыма. Город атаковали морские беспилотники. Аналитики из сообщества Днепро-Осинта установили, что удар предположительно пришелся по причалу номер 167. Канал Экселинова Плюс сообщил о попадании в один из кораблей. Это уже вторая успешная атака на Туапсе за последние дни. 2 ноября Служба безопасности Украины совместно с силами обороны поразила нефтетерминал в порту. Тогда пострадал танкер и часть инфраструктуры. Ударили ВСУ не только по морской инфраструктуре захватчиков. В Ростовской области беспилотники атаковали тяговую подстанцию и пункт управления железной дороги в поселке Лиховская. В результате ударов на объекте вспыхнул пожар. Это уже 3-я атака на этот объект за последние месяцы. Ранее подстанцию атаковали 19 июля и 2 августа, что тогда вызвало задержку около 50 поездов. В США наконец-то нашли выход из самого продолжительного шатдауна в истории. После 40 дней паралича федеральных учреждений сенаторы достигли двухпартийной сделки, которая позволит возобновить работу правительства и выплатить компенсации миллиону госслужащих. Законопроект поддержали 60 сенаторов, 40 выступили против. Документ продлевает финансирование правительства до 30 января 2026 года. Теперь его должна одобрить Палата представителей, а затем подписать Дональд Трамп. Похоже, мы близки к завершению шатдауна. Шатдаун начался 1 октября и стал рекордным по длительности. Предыдущие 35 дней пришелся на первый срок Трампа в 2019 году. Поводом для кризиса стали разногласия между демократами и республиканцами по медпрограмме Medicare и субсидиям Obamacare. Мы попросили президента Трампа вмешаться и встретиться с нами, чтобы снизить расходы на здравоохранение для американцев, а вместо этого Дональд Трамп взял американский народ в заложники, отменив продовольственную помощь голодающим семьям, ветеранам, пенсионерам и детям, добившись отмены рейсов, отменив финансирование отопления домов, одновременно построив многомиллиардный банкетный зал с позолоченными унитазами. Поэтому я вынужден проголосовать против. В итоге стороны пошли на компромисс. Лидер республиканцев Джон Тюн пообещал провести в декабре голосование по продлению медицинских льгот. Из-за остановки правительства 1,5 миллиона военных и госслужащих оказались без зарплаты, а ущерб экономике по подсчетам экспертов достигал до 30 миллиардов в неделю.
На Донбассе тревожный сигнал. По данным Института изучения войны, россияне фактически перерезали пути снабжения Мирнограда. Город, где держится украинская оборона, может оказаться в полуокружении. ВСУ рискуют потерять важный логистический узел, через который шло снабжение сразу нескольких направлений. Все дороги к городу либо под контролем врага, либо простреливаются. Грузы доставлять почти невозможно. Даже пешие маршруты превращаются в ловушки. Дроны, засады, минирование. Руководство ВСУ информацию аналитиков оспаривает. Как заявил «Украинской правде» представитель Генштаба Андрей Ковалев, логистика Мирнограда затруднена, но осуществляется. Информация о полном огневом контроле логистических путей сил обороны Украины или оперативное окружение города не соответствует действительности. Режим Лукашенко снова набрал заложников, но речь не о политических заключенных. Беларусь блокировала более 1100 литовских грузовиков, не пропуская их через границу и фактически удерживая на своей территории. Теперь колонны фур отгоняют к пункту пропуска Котловка, где оборудованы специальные стоянки. Таможенный комитет Беларуси пытался объяснить это соображениями безопасности, но тут на сцене появился Александр Лукашенко с собственной персоной и описал свои планы без лишней дипломатии. Они решили мышковать, если можно так сказать, и попытаться нас еще раз наклонить и обвинить в этих не то шариках, не то еще чего-то. По приказу Лукашенко с каждого литовского грузовика теперь будут брать 120 евро в сутки за стоянку. Если оплата не поступит, транспорт конфискуют. Водителям разрешено уехать домой, но сами фуры покидать Беларусь через третьи страны не смогут, пока Литва не откроет границу. А с казахами, россиянами, китайцами, другими странами им придется очень серьезно не просто объясняться, а разбираться. Литва ранее закрыла границу до 30 ноября из-за гибридных атак со стороны Беларуси, которые, по данным властей, поставили под угрозу гражданскую авиацию и сорвали десятки рейсов. Русских в России больше не хватает. Путин официально зовет индийцев. Москва и Нью-Дели готовят пакт мобильности, который резко изменит российский рынок труда. По данным The Economic Times, документ планируют подписать уже 5-6 декабря во время визита Путина в Индию. Его цель – узаконить массовый приток индийских рабочих в Россию и дать им юридическую защиту. Россия остро ощущает дефицит рабочих рук. Мобилизация, война и массовый исход людей оставили страну без строителей, инженеров и рабочих. Теперь Кремль ищет спасение в Индии. Там уже согласовали квоту. К концу 2025 года в России будут трудиться свыше 70 тысяч индийцев. Их ждут стройки, заводы, текстиль и электроника. Все, где не хватает родных кадров на фоне санкций, падения промышленности и демографического обвала. Пока Путин зовет индийцев, Лукашенко подыскивает пакистанцев. Настоящее союзное государство. Свет дважды погас прямо во время интервью. Наглядно, как Москва бьет по энергосистеме. Зеленский в разговоре с The Guardian говорит прямо: дроновые удары по Европе – проверка боем на слабость. Кремль уважает только силу и может открывать другие фронты параллельно с войной в Украине. По его данным, в октябре РФ потеряла около 25 тысяч убитыми на Востоке. Больших успехов нет, поэтому ставка на террор, кибератаки и давление на ЕС. Європа так боїться слова ескалація. Росія не любить слабкість, і вона вважає будь-які інтелектуальні відповіді, а саме такі відповіді знаходить Європа, санкційні, тощо, також будь-які несилові інтелектуальні відповіді – це не про закон, це про слабкість для Росії. Для русських це слабкість і все. А це значить, що можна нав'язувати свою, як кажуть, свої наративи. Что просит Киев? 25 батарей «Патриот» и мультищит, ПВО, перехватчики, дроны, мобильные группы, плюс реальное перекрытие лазеек санкций по нефти и газу. Еще интересная деталь. Зеленский признал, наладить лучший контакт с Трампом помог британский король.
Хотите въехать в США? Покажите справку. Администрация Трампа ужесточила визовые правила для иммигрантов с хроническими болезнями. Теперь состояние здоровья официально стало поводом для отказа. Консульские офицеры смогут не выдавать визы тем, кто, по их оценке, потребует дорогостоящего лечения или станет зависим от пособий. Как сообщает CBS News, внутренний документ предписывает учитывать наличие у заявителей диабета, ожирения, онкозаболеваний, сердечно-сосудистых и психических расстройств. Раньше соискателей проверяли лишь на заразные болезни и наличие вакцин. Теперь критериев больше, а у офицеров фактически больше полномочий для отказа. Это часть общей линии Трампа на ужесточение миграционной политики. Правозащитники говорят о дискриминации и нарушении фундаментальных американских принципов. Еще один шаг прочь от постсоветского пространства и навстречу Европе. Молдова готовится ввести визовый режим для граждан Кыргызстана и Таджикистана, пересматривая старые соглашения времен СНГ. Если проект одобрят, жителям Кыргызстана и Таджикистана придется получать визы для поездок в Молдову, будь то работа, учеба или частные визиты. Для граждан других стран СНГ режим пока остается прежним. С ними у Молдовы действуют отдельные двусторонние соглашения. Власти подчеркивают, что этот шаг не направлен против конкретных государств, он лишь часть системного курса на интеграцию в Евросоюз. За последние 3 года Молдова уже вышла из десятков структур СНГ, прекратила участие в Межпарламентской ассамблее и закрыла представительство телеканала «Мир». Дональд Трамп не раз критиковал своего предшественника за слабый тонус, называя его сонным Джо. Но вот теперь в США обсуждают сонного Дона. Соцсети закипели из-за недавней трансляции из Белого дома. На некоторых кадрах глаза Трампа выглядели закрытыми, и порой казалось, что он старался не уснуть. Глава Белого дома также иногда тер глаза. Оппоненты подхватили момент с удовольствием. Пресс-служба губернатора Калифорнии Кевина Ньюсома, одного из главных оппонентов действующего президента, выложила фото и видео с надписью «Сонный Дон вернулся». В Белом доме ответили резко. Пресс-секретарь Тейлор Роджерс в комментарии для CNN назвал это мусорной нарративной атакой, которую придумали либеральные СМИ вместо того, чтобы описывать факты. У русского языка в Украине появился новый, неожиданный защитник. Нобелевская лауреатка, белорусская писательница Светлана Алексиевич вновь оказалась в центре дискуссии. Все из-за одного ответа в интервью испанскому изданию «Эль Паис». Вы белорусская писательница, но пишете по-русски. Может ли белорусская культура развиваться на русском языке, как ирландская на английском? Да, я белорусская писательница, и я пишу по-русски. Как вы относитесь к отказу от русского языка в Украине? Я против, но думаю, что это временное явление, вызванное отчаянием, а не постоянная тенденция. В конце концов, языки, оставленные после себя колонизаторами в Африке, стали путем к цивилизации, и это очень хорошо. Что думаете об этой позиции Светланы Алексиевич? Интересно будет обсудить в комментариях. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.